Dinica, Orbatani, Pinaru, Jaspa, Tomba Mama, Lumba Clunkus Essenoi, Skeebs Zabula, а? Насине Пафарбл. Всем успокоиться и сесть по местам. Вы сюда приехали не болтать. Для начала я вас поздравляю. Вы прошли отбор, и теперь вы в нашей команде по спасению этого города. Напоминаю, что главной целью теперь для вас будет достичь вершины карьеры и найти разработки, которые помогут нашему городу. Об этом подробнее мы вам расскажем после того, как вы устроитесь на работу. Помогать в этом вам будут участники, прошедшие предыдущий отбор и прожившие здесь уже более 20 лет. Я вас сейчас познакомлю друг с другом, и вы можете к ним обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов. Боб, пожалуйста, вы можете успокоиться. Вы уверены, что вы понимаете, куда вы попали? Также хочу напомнить вам, что вы не можете выезжать из этого города, и навещать вас из вашей прошлой жизни также никто не может. Подробнее обо всех правилах вам расскажут ваши наставники, и давайте я вас с ними познакомлю. Итак, вашими наставниками будут Альма, Стелла и Вивиан. Эти девушки приехали сюда в предыдущий отбор, и уже многие из них достигли высокого уровня в своей карьере. Они смогут вам подробно разъяснить правила и условия жизни в этом городе. Девушки, давайте я вас также познакомлю с нашими новобранцами. Боб – самый сильный, смелый и не соблюдающий правила участник этого отборочного тура. У Боба были проблемы с законом, но он доказал, что он готов измениться и помочь нашему городу. Боб, я надеюсь, что ты действительно решил поменять свою жизнь, а мы тебе все в этом поможем. Драгон – это единственный участник, про которого мы не знаем ничего. Те документы, которые он нам предоставил, оказались фальшивыми. А с его слов, когда он родился, паспортов еще не было. Но таких умных участников мы еще не встречали в наших отборочных турах, поэтому мы его не могли упустить. И вот Драгон с нами. Драгон, я надеюсь, что ты поможешь нашему городу, и я не ошибся, что взял тебя сюда. И последний участник – это Аарон. О нем мы смогли выяснить все, но это нам не помогло, потому что у него нет ни родителей, ни каких-либо родственников, мы даже не смогли найти его друзей. Аарон вырос в приюте и только недавно выпустился. Его сразу же обманули, поэтому отобрали у него все, что ему было положено государством. Итак, Аарон оказался в наших отборочных турах, так как ничего другого для себя он больше не нашел. На этом наше собрание окончено. Вы можете еще немного пообщаться, а через несколько минут за вами приедет машина и отвезет вас по домам. Желаю всем удачи! Друзья, всем привет! Как вы поняли, у нас в воскресенье приехали новые участники, новобранцы, которых отобрали во всем Sims мире и привезли в Глазбот. Каждое поколение сюда привозят новых участников, потому что предыдущие, а это сейчас наша Вивиан и девчонки, которые с ней приехали, они могут не закрыть карьеру, а если закроют, то могут, например, не выйти замуж, не родить детей. Поэтому, чтобы у города был шанс спастись, каждое поколение сюда привозят новобранцев, чтобы они тоже пытались пройти все эти испытания. Я надеюсь, вы в них узнали своих персонажей, кто создавал и размещал их в галерее. Спасибо вам огромное. Я единственное скажу, что у меня не все дополнения есть, поэтому некоторые персонажи у меня будут в другой одежде, но я постаралась сохранить тот вайб, который вы им создали. Я себе, конечно же, поставлю пенальти за то, что заселяю персонажей из галереи, но они мне разнообразят генетику, и на это будет интереснее смотреть. Так, нам тут усики звонят.
Ой, вы посмотрите, Усикам нравится какая-то девушка. Он не спрашивает нас про свидание, потому что на свидание здесь нельзя ходить. Он просто спрашивает, стоит ли ему с ней общаться. И я думаю, мы скажем да, потому что, еще раз повторюсь, это не свидание. И я рада, что Сима наконец-то начали проявлять хоть какие-то шаги в плане отношений, в плане жизни. Поэтому Усики нам обозначили, да, что он себе выбрал другую девушку, поэтому мы его больше не будем рассматривать как романтического партнера и не будем выполнять с ним романтические действия. Поэтому да, пожалуйста, у нас на тебя больше никаких планов нет. А Вивиан у нас отправляется на работу уже, получается. Мы ждем Вивиан. Она работает до 4. У нее сейчас уже 8 уровень в карьере. И если никакая карточка не выпадет, то ее сегодня повысят. И получается, нам останется одно повышение, и мы закроем карьеру. Вот оно. Поздравляем! Вивиан у нас повышена до муниципального инженера, и нам дали премию 2500. К нам тут пришли Усики, давайте с ним пообщаемся. Для работы, для следующего уровня у нас прокачаны все навыки, поэтому мы сегодня будем только общаться и готовиться к завтрашнему рабочему дню. У нас, кстати, до сих пор не появилось оплатить счета, поэтому получается, что мы отдадим сегодняшнюю зарплату и всю премию. Как жалко, как жалко, как жалко. Вот еще мимо идет подросток. Тайрон. Давайте с ним познакомимся. И дальше нам нужно сходить за водой и за луком. А вот кто-то бежит. Молодой. А это Боб. Давайте с ним поболтаем, спросим, как он устроился, понравился ли ему дом. Ого, в каких он кроссовках. Видимо, это какие-то сейчас модные в Симс-мире, потому что у наших жителей я такие кроссовки ни у кого не видела. Ему неинтересно стало с нами, он от нас ушел. Так, офицер зато пришел, смотрите. А вот у Боба с Вивиан, смотрите, общение не заладилось. Видимо, Вивиан, как ответственная, она пытается ему объяснить, что здесь нужно жить по правилам, а Боб ей скажет, что ему никто не указ, он будет жить так, как ему удобно. Все, уходишь, да? Он, видимо, решил, что они все сошли с ума и втирают ему какую-то чушь про какие-то правила. Гарри! Гарри! А что ты проходишь мимо нас и не останавливаешься? Ты не хочешь с нами пообщаться? Гарри! А он убегает от нас. Гарри убежал. Так, хорошо. Время уже 8 часов. Давайте тогда мы сходим... Нет, не играть в Вивиан, а за водой и за едой. Мы собрали лук, собрали воду. И давайте вот дойдем, здесь есть такой мини-садик. Соберем грушу, давайте посмотрим, есть там кто. Нет, здесь никого нет, поэтому пойдемте домой. А нас дома, оказывается, ждет офицер. Пока мы бегали за водой и за луком, он нас тут ждет. Ой, смотрите, Усики там нам кричат за окном. Пойдемте поговорим с ним, раз он так громко нас зовет, может быть, что-то случилось. Он же себе девушку нашел, но друзьями-то мы остались. Он сам к нам зайдет, хорошо. Получается, Вивиан здесь обзавелась хорошими друзьями. Это вот офицер, Гарри, Усики, девчонки, кто вместе с ней приехал, и Кудряш. Вот Кудряш еще недавно стал ее другом, и несмотря на то, что она одиночка, такая закрытая, но из-за того, видимо, что она здесь осталась без своей семьи, без своих родных, она смогла переступить через себя, завести такие знакомства крепкие, дружеские, и вот с этими людьми ей спокойно, и она им доверяет, и может с ними даже расслабиться и посмеяться.
За разговором с офицером Вивиан, кстати, спросит его, зачем они сюда привлекают новых людей, потому что она же вот-вот и закроет карьеру, а получается, что очень жестоко по отношению вот к новым людям привозить их сюда и заставлять жить этой жизнью. На что офицер ей скажет, что «Вивиан, а вот если с тобой что-то случится, а если с твоими наследниками что-то случится, или они решат, что они не хотят спасать этот город, то что тогда делать всем остальным жителям? Они здесь все погибнут от болезней. Мы не можем так рисковать. Поэтому у нас всегда должен быть план «Б». Сейчас мы все верим в тебя, но перестраховка нам не помешает». На этом офицеру уже нужно было возвращаться в штаб. Вивиан тоже, кстати, хочет спать, поэтому давайте вот еще немножко поболтаем с Усиками и тоже с ним попрощаемся. У нас случилась печаль. Пока Вивиан была на работе, пришло уведомление, что умерла ее мама. У нее появилась грусть на 2 дня, но она внимательная, и это ее черта характера, без учения нет умения. Она, видите, перебивает даже такое важное и грустное событие. Плак-плак. Так, Юнис опять что-то звонит. О, у них было свидание. Ну, навряд ли они ходили прямо на свидание, потому что здесь такого нельзя, но будем считать, что Вивиан он рассказал, что у них было что-то типа свидания, и они просто прогулялись по улице, там сходили до реки, и все у него с этой девушкой хорошо. Ну, прекрасно, я рада за него, нужно будет проверить, и если эта девушка действительно существует, то я их поженю, а мы ждем Вивиан с работы. И вы посмотрите, нам счета принесли. Во вторник это мы должны будем заплатить за счета всего 300 симолеонов и около 6 тысяч перечислить городу. Почему? Ладно, ждем Вивиан. Нам, кстати, много еще нужно для повышения. Не знаю, успеем ли мы на этой неделе. А сейчас давайте оплатим счета каких-то 300 симолеонов. А отдать городу мне нужно будет 7200. Блин. А у нашей досуг и бодрость на нуле, поэтому она сейчас пойдет чуть-чуть поспать, а я пока перечислю в бюджет города 7000 симолеонов. Надеюсь, мэр города направит эти деньги в правильное русло. Время уже 8 час, на улице ветрено, мы можем идти ловить рыбу. Давайте посмотрим, что у нас завтра по погоде, потому что у нее завтра выходной, а завтра солнечно. Блин, нет бы завтра было ветрено, мы бы целый день ловили рыбу. Так, а это кто? Подросток. Давайте с ним познакомимся. И еще кто-то идет. Еще подросток. Какие-то у меня сегодня все восточные мальчики. О, Боб мимо бежит. Ой, он к нам пошел? Он с нами хочет поиграть? Ему, видимо, рассказали, что у Вивиан по максимуму прокачана логика, поэтому он, может быть, пришел попросить, чтобы она его тоже научила играть в шахматы. Я хотела рыбу так-то пойти половить, конечно. Кокетливый? А подросток разве может быть кокетливым с взрослым персонажем? Ты точно подросток? Да, подросток. Ничего себе. А у Вивиан, интересно, есть романтика? Нет, а она не может к нему делать романтику. Так, а почему у меня тут женщина в трусах? Давно к нам такие не заходили. Девушка, а вы можете уйти отсюда, пожалуйста? Вы как-то нас смущаете. Так, один пошел. Пойдемте тогда поиграем со вторым подростком. И у нас, я так полагаю, теперь все время будет вот такой геймплей. Вивиан будет по максимуму со всеми общаться, и на основе ее общения я планирую как-то понять, кого выбрать ей в мужья. Если у нее с кем-то возникнет любовь больше, чем с Гарри, вот давайте посмотрим, что у нее с Гарри. У нее вот романтика, видите, не полностью с ним прокачана. То есть, если с кем-то у нее романтика будет выше, чем с Гарри, значит, это будет нам знак, что, может быть, Гарри это не тот, кто ей нужен.
потому что пока он никаких действий к нам не предпринимает. Вивиан, кстати, смотрите, хорошо общается с этим подростком. А тут Гарри стоит. Вы посмотрите. Ну, пойдем, пойдем. Не можем же мы его игнорировать, правильно? Он сам ее по щеке гладит. Блин, ну как определиться? Я сомневаюсь, как будто это мне нужно выбрать среди парней, а не Вивиан. Боб с нами решил попрощаться. Усики. Вас очень много становится. Вивиан хочет спать. Давайте все расходимся. Наша сейчас немножко поиграет и пойдет спать. У нее завтра выходной, конечно, но она уже все, не может больше. Спокойной ночи всем. Давайте. Утро среды Вивиан начинает с коврика и достигает максимального уровня здорового образа жизни. Теперь Вивиан точно не страшен маразм, и она сможет вести нормальный, привычный ей образ жизни в пожилом возрасте. Сейчас она немножко позанимается, и потом, я думаю, мы немного съедим лука. Вот чем плохи выходные, тем, что дома у нас мало еды. Рыбы мы вообще не ловили, а с лука ей становится плохо. И нам пора бы помыться. И пока мы в ванной, нам звонит Ванесса. Ого! Она, кстати, прошла отбор для прохождения этой миссии вместе с Вивиан. И вы видите, что происходит? Ванесса выбрала любовь. Получается, она поняла, что она не успеет дойти до конца карьеры, а тут она встретила любовь всей своей жизни, поэтому она хочет выйти за него замуж и спрашивает, стоит ли ей согласиться. Я потом съезжу к Ванессе и проверю, что у нее там тоже происходит. Вот у меня Юнис и Ванесса уже на заметке, а сейчас мы согласимся, конечно же. Ты права, конечно же, мне стоит согласиться, и о чем я только думала. Все. Друзья, у нас начались свидания и свадьбы. Прекрасно, с Вивиан нам осталось еще определиться. Она у нас пошла играть. И пока Вивиан играет, я буду ждать гостей. К нам тут зашел Кудряш. Ой, а это не она нам звонила? Подождите, это же Ванесса. Да, это Ванесса. И она беременная? Это она нам звонила, что она нашла кольцо и спрашивала, соглашаться ей или нет? Ты беременная, и ты нас еще спрашивала? Ой, давайте мы ее поздравим. Мы ее поздравим со свадьбой. И раз у нас тут в гостях Кудряш, давайте тоже поделимся с ним секретом. Скажем, что Ванесса, вот она тоже проходила миссию, но она выбрала любовь. И Гарри здесь. Его мы тоже обнимем, конечно же, тоже расскажем секрет. Вот такое сегодня счастливое событие у нас в городе. То есть не все еще потеряно, и даже здесь, в городе, где все болеют, где нет надежды на какое-то развитие и процветание, люди находят свою любовь. И я хочу, чтобы Вивиан потрогала у нее живот. Так, сейчас я найду это действие. Вот, давайте потрогаем живот. Вивиан очень рада за подругу, она ее поздравит и скажет, что она тоже надеется, что у нее когда-нибудь тоже будут семья, тоже будут дети. Она скажет, что она вот уже почти на вершине карьеры, еще немножко она вот поработает, и как только ее завершит, она надеется, что тоже обретет семейное счастье. У нас, кстати, все разбежались. Осталась одна Ванесса. Ванесса тоже ушла. Все ушли. Пойдем, Вивиан, тогда сходим за водой, за луком. Пока никто его не собрал до нас, давайте соберем лук, соберем воду и пойдем обратно домой. Реснички бегут, реснички, смотрите. Никто к нам в гости не пришел, да? Я даже не знаю, куда тебе еще сходить, чтобы кого-то встретить. Поэтому вот Вивиан у нас играет, а я слежу за дорогой. Теперь это наша стандартная позиция.
Мы тут встретили ребят. Мимо проходили два новобранца. Так, а это кто? Джайлин. Ой, а это тот, который с Ванессой. Можно я на него посмотрю, чтобы запомнить? Красиво, она себе парня нашла. Ну да, действительно, это лучше, чем работать. И пока Вивиан общалась с новенькими, к ним присоединился парень-подросток. Он, видимо, тоже решил послушать, про что рассказывает Вивиан, потому что Вивиан сейчас пользуется большим авторитетом. Все знают, что она на последнем уровне карьеры, и также все знают, что тот, кто станет ее мужем, то он и вся его семья будут иметь больше привилегий, чем все остальные. И да, конечно, ему, возможно, придется работать, закрывать карьеру, но зато у них будет лучший дом и лучшие вещи в этом городе. Поэтому некоторые меркантильные родители могут своих детей настраивать на то, что лучшая пара для них это Вивиан, даже несмотря на то, что она может быть старше их детей. Так, все, молодежь пошла домой, еще один уходит. Вивиан пошла играть, и ты пошел играть. Ой, они вместе решили поиграть, смотрите. Видимо, у него вопросов больше, чем у Боба. Поэтому, да, он спросит ее, как ты достигла карьеры, что ты делала, что самое важное здесь. Ой, какая у него милая улыбка. Гарри, я вижу Гарри. Остановится? Да, остановился. Не-не-не, не спать. Давай пойдем поздороваемся с Гарри, раз уж вы все равно прекратили играть. Так, а офицер контролирует, смотрите. Он такой, ты опять с ним? Сколько раз тебе говорить, что нельзя его выбирать, а ты опять с ним? Вивиан у нас очень хочет есть, а Боб наблюдает за ними тоже. Мне Боб напоминает актера с ямочкой на подбородке. Блин, не могу вспомнить, как его зовут. Мне кажется, это с него делали персонажа. Вы поняли, да, кого я имела в виду? Не могу вспомнить имя. Что происходит? Они целуются. Они целуются тут при всех. А я ничего не делала. Все. Так, все, они все прощаются. Один Гарри не прощается у нас. Сейчас нам срочно нужно перекусить луком, а то Вивиан больше не продержится. У нас уходит Аарон. Боб опять бежит мимо. Джон Траволта! Я вспомнила. Это он же, да? Ой. Так, и Гарри уходит. Все, Гарри уходит. Остальные тоже ушли. Ну что, тогда мы оставшееся время посвятим себе. Завтра нам все-таки в 6 утра на работу. Если бы у нас был еще один выходной, то, наверное, я тогда пожарила бы рыбку для Вивиан. Но так как завтра ей на работу, то, думаю, мы обойдемся и луком. Мы тут намыли руки перед сном. Сейчас еще раз на всякий случай сходим в туалет. А Наша что-то записывает опять. Все в блокнотик, все, что произошло сегодня за день. А вы говорите, что ей нужно выбирать любовь. Она вот все рационально, логически, все оценивает, все записывает. Кто что сделал, кто как что сказал, чем ей помог. Я думаю, про отношения она тоже все записывает туда же в блокнотик. Так, все, теперь мы точно спать. Увидимся уже завтра после работы. Спокойной ночи. Вы посмотрите на это. Нам осталось 20 минут. Не знаю, дойдем мы до конца или нет. Как вы думаете? Я аж прям переживаю. Нет, не дошли. Как? Дошли? Вершина карьеры градостроителя? Подождите, как дошли? Это все или нет? Повышение до главный градостроитель. Вивиан получила повышение, ее зарплата такая-то, 3000, нам премию дали. И что? Главный градостроитель. Поменяли время работы. Все, получается, четверг? И у нас 10 уровень в карьере? Это что-то, это что-то. Что происходит, я не знаю. Это точно все?
Сейчас еще вот тут проверю. Да, вот, достижение верха карьеры. Теперь точно можно ее поздравлять. Ура! Вивиан получает повышение до должности главный градостроитель в карьера градостроитель. Офигеть, офигеть, Вивиан, мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Все, теперь мы можем подселять к себе мужа и заводить семью. Но пока мы не определились с мужем, я не буду ее увольнять с работы, чтобы она туда ходила и хотя бы кушала там, ну и плюс денежка, конечно же. Так, Вивиан пошла играть. А это кто у нас? Так, Том взрослый. Стелла к нам пришла, кстати. Стелла наша подружка, поэтому давайте с ней поболтаем. Я до сих пор в шоке, что мы закрыли карьеру. Давайте, Вивиан ей похвалится и скажет, что сейчас пока это секрет, но все, она завершила карьеру. Жаловаться на выгорание? У тебя выгорание наступило. Да, у нее выгорание. Но я уже не буду с ним ничего делать. Так, девчонки у нас пусть болтают. Стелла вот утешает Вивиан, это из-за выгорания. Но в любом случае Стелла за нас порадуется, конечно. А что, все? И она пошла, да? Ну, ладно, мы тогда садимся играть и ждем, кто еще пройдет. Я думаю, сейчас по городу быстро распространится информация, да, что Вивиан закрыла карьеру, но официальную часть, официальное поздравление мы сделаем в субботу, когда у нее будет выходной, я все подготовлю, и мы ее поздравим. Поздравим с таким великим прорывом и прохождением первой карьеры! Ура! За весь сегодняшний вечер никто из интересных нам персонажей мимо так и не прошел, поэтому Вивиан отправилась собирать лук, собрать воду. Лучше мы будем делать полезные вещи, чем просто сидеть и ждать. Эдвард, в бар мы не можем пойти. Я бы уже с удовольствием куда-то съездила, потому что тяжело в одном месте играть, нету никакой смены картинки, поэтому... Я понимаю, Вивиан, как ей тяжело. Так, пойдемте тогда заниматься на коврике. Все равно у нас гигиены мало, может быть, ступор хоть немного снизится. Но она, конечно, у нас устала. Она на этой неделе сделала максимум для этого города. Она, вот, мне кажется, еще больше похудела, живя здесь. И посмотрите, мне кажется, она сейчас идет с закрытыми глазами. Посмотрите на нее. Она такая, что? Что вы от меня еще хотите? Какой коврик? Что от меня нужно? Ну, нет, конечно же, я тогда не буду ее заставлять. Пусть, если хочет спать, то мы ее отправим спать тогда. Что ты хочешь? Выбирай. Боб все бегает. Неугомонный парень-то, смотрите. Давай, я думаю, иди ложись спать. Очень тяжело тебе было. 2 повышения за неделю, и это на последних уровнях карьеры. Что не так? Почему ты проснулась? Какой свет? Друзья, какой свет? Ой, извините, а что это? А мы же вернемся не беременные? А это как? Нам же ее вернут? Где Вивиан? Или челлендж закончился? Я что-то не поняла. Что произошло? Так, вот, вроде бы возвращают. Вернули? Вернули. Что это было, Вивиан? Что там с тобой делали? А ты рада? А тебе понравилось? Потрясение и утомление. Подождите.
Непонятно, что сделали эти пришельцы, но это явно заморочило вам голову. Вот это день, вот это вот четверг. Я, если честно, редко играла в Оазисе, но вот в других городах меня ни разу не похищали пришельцы. Это прям для меня что-то очень новенькое. И давайте уже пойдем спать, пока еще что-нибудь не произошло. Надеюсь, с Вивиан все будет хорошо. Мы дождались Вивиан. Она нам принесла почти 3500 симолеонов, и она сразу же идет спать. Вроде бы в ней ничего не изменилось после похищения. Я вроде так смотрю, как бы все как и было. Я просто боюсь, что она беременная будет. Так, а у нас тут кто-то у двери. Стучится к нам. «Привет, ты такой потрясающий человек. В знак благодарности за твою доброту и дружбу хочу вручить тебе особый подарок. Хочешь узнать, что это?» Так, а он наш друг, мы его можем пригласить войти. И по правилам мы можем принимать подарки. Поэтому давай, заходи, проходи в дом, спросим, что это за подарок, поболтаем с ним. Так, Гарри наш бежит. К нам придет? Все сделано. Ты не против, если я здесь еще побуду? Как прошел твой день? Да, можешь, конечно, можешь с нами поболтать. Так, нет, не романтика. Давайте просто пошутим. А все, она сейчас вырубится. Усталь, я усталь. Ой, а нам кекс дали ванильный. Ура! У нас есть еда. Ля-ля-ля-ля-ля. Спасибо, спасибо, дружочек. Я думаю, он так благодарит Вивиан за то, что она дошла до вершины карьеры. Но это приятно, приятно. Так, Вивиан идет спать. Сейчас сначала всех отправим домой. Еще раз поблагодарим за кекс, но нам нужно спать. А этот кекс у нас, кстати, где? В нашем багаже? Да, вот он у нас в багаже. Давайте мы его положим в коробочку. А нет, в сундук его положить нельзя. Тогда на стол. Завтра у нее выходной, Вивиан проснется, и у нее будет вкусный завтрак. Все, до завтра. У нас началась суббота. Вивиан еще спит, и ей приходит приглашение от парня. Он был подростком, но он ее приглашает отметить повышение за завтраком в ресторане. Вы представляете? За завтраком в ресторане. То есть я ставлю здесь для себя галочку, что этот мальчик проявляет симпатию к Вивиан. Получается, у нас новый ухажер в виде этого парня, то есть у Гарри теперь есть конкурент. По поводу Вивиан я пока не вижу стремления ее общаться с этим подростком, но буду смотреть по мудлетам. Но парень, вот видите, активизировался. Мы, конечно, откажемся, но ей будет очень приятно, потому что Гарри ее вообще никуда не приглашал. И мне кажется, я не помню, чтобы даже он ее на свидание куда-то приглашал. А тут, видите, в ресторан на завтрак. Это очень мило. А Вивиан у нас все еще спит. А кто сожрал наш кекс? Я хотела ее с утра разбудить, чтобы она вкусно позавтракала, а кекса нет. А где наш кекс? Сожрали кекс. В любом случае, Вивиан у нас сегодня, я ей обещала, что она вкусно позавтракает, поэтому берем рыбку, гриль, шашлык из рыбы. Я параллельно смотрю, кто тут у нас ходит, и сейчас она покушает, я ее приведу в хорошее состояние, и мы все поздравим ее с повышением. Гарри идет, привет. Они с Гарри тут еще немножко поиграют в шахматы, поговорят. Все-таки у них, мне кажется, больше дружеские такие отношения. На первом месте дружба, а любовь у них это такое дополнительное второстепенное чувство какое-то. Потому что вот они очень, очень спокойные, ничего не происходит. Давай, Вивиан, что ли, позаигрываем с ним? Ну что это такое? То целует ее, то сидит и молчит. Они сели еще поиграть в шахматы, и тут заходит офицер. Гарри спрашивает, что тебе здесь надо?
У них все-таки какой-то конфликт такой между собой. Офицер скажет, что я пришел к Вивиан. Вивиан, пожалуйста, выйди на улицу. И когда Вивиан вышла на улицу, она увидела, что около ее дома собрались большинство жителей этого города. Так, Гарри, остановись! Офицер ему скажет: Гарри, ты можешь не мешать и отойти вот где люди стоят? Я хочу кое-что сказать. Вивиан, мы от всего города хотим сказать тебе спасибо. Спасибо, я рада, что помогаю вам. Это очень важно и ценно для всех нас. Теперь наша жизнь начнет меняться. Благодарю еще раз. Уважаемые жители Глазбота, наша промышленность была разрушена, материалов для строительства не было. Теперь, благодаря Вивиан, мы сможем сами разрабатывать и использовать новые строительные элементы, которые улучшают обстановку, которые дают льготы при оплате счетов. Вивиан разработала чертежи для создания украшений внешних стен дома. А самое главное, что мы разработали и уже создали первый ветряк и коллектор для сбора росы, чтобы получать энергию из ветра, а воду из воздуха. И теперь у нас в домах появится электричество. Пусть мало, но для нас это уже прогресс. А еще у нас теперь есть схема и есть экологически безопасные строительные материалы. И мы теперь можем строить двухэтажные и даже трехэтажные дома. Поэтому, если кому требуется, приходите в штаб, мы вам все расскажем и поможем со строительством. Вивиан хоть и понимала, что она внесла огромный вклад в жизнь города, она все еще смущалась и стеснялась такого количества людей. Плюс она же у нас еще и одиночка, и поэтому ей там было не по себе. И как только все закончили ее поздравлять, она сказала, что ей срочно нужно идти, и убежала вот к реке за водой. И она тут одна у нас собирает лук, воду, немножко приходит в себя. Мы сейчас, наверное, прямо здесь съедим один лук и пойдем домой. Будем надеяться, что все разошлись. Отлично, никого нет, поэтому Вивиан сейчас будет играть, а я, как обычно, наблюдать, кто проходит мимо. За весь вечер никто из наших знакомых не объявился и не позвонил, поэтому мы сейчас позанимаемся, пойдем сделаем водные процедуры, съедим лука. Так, а зачем лук? У нас же там рыба оставалась, поэтому она поест рыбу. Что? Хочешь сказать, это хуже, чем лук? Ну, если не хочешь, иди. Мой руки, мой посуду и потом иди спать. Так, друзья, Вивиан у нас спит. У нас 9000. Скоро наступит воскресенье. У нас землетрясение. Наверное, вам уже не интересно будет, как я трачу эти 9000, потому что сейчас я могу себе позволить многое, и мне не нужно экономить. Поэтому я тогда построю дом, и вам уже покажу, что получилось. И вот оно, произведение моего искусства. Я пристроила 2 этажа для того, чтобы у меня была крыша, и я на ней могла разместить ветряк и коллектор росы. У нас по правилам крыша и, соответственно, верхние этажи должны стоять на 4 опорах, поэтому я оставила стены в каждом углу, поставила лестницы на всех этажах, чтобы Вивиан по ним могла доходить до верхнего. И сейчас мы здесь разместим все, что может стоять на крыше. По правилам, ветряки, коллекторы росы и ракета могут размещаться не под крышей, но мы все еще должны соблюдать условия, что они должны располагаться на участке 8 на 8. Поэтому мы их можем поставить только вот на самом верху. И давайте я начну с ракеты. Это самое большое, что будет стоять на крыше. Не факт, конечно, что кто-то в ближайшем будущем у нас будет работать космонавтом, но так как у нас есть деньги, вы мне посоветовали, давайте ее поставим. Главное, чтобы наши сюда не бегали и ничего здесь не ремонтировали. Следом смотрим ветряк. Ветряк по правилам мы можем поставить только один, а у нас тут есть 2 варианта ветряков. У одного экослед 5,
коэффициент выработки энергии 2 и надежность 4. А у другого экослед 3, но зато энергии тоже вырабатывает больше, а надежности вообще нет. По правилам, при наличии вариантов необходимо выбрать устройство с меньшим экоследом, поэтому мы вот выбираем второй ветряк. Теперь коллектор росы, их тоже 2. В первом варианте экослед 3, вода 2, надежность 5. А здесь экослед 3, как у первого, но вода 3, надежность 8. Получается, экослед у них одинаковый, но первый имеет худшие характеристики, поэтому по правилам мы выберем его. Ну вот, теперь вот так окончательно выглядит наш дом. И я думаю, что сейчас я поиграю это воскресенье и следующий понедельник самостоятельно, потому что у Вивиан будет выходные, а планов у нас на них никаких нет. Поэтому сейчас давайте посмотрим календарь и встретимся уже потом в следующем эпизоде, уже во вторник. Итак, у нас на этой неделе Вивиан получила 2 повышения, и она закрыла карьеру градостроителя. Это максимально, что она могла сделать. Мы ее поздравили, она еще раз большая молодец. На самом деле карьера градостроителя открывает больше возможностей, но я их не все вам озвучила, потому что, например, голосованием я пользоваться не буду, мне это не интересно сейчас. Ну и плюс есть, например, вот можно выкапывать пруды, но нужно пройти еще несколько карьер. Поэтому вы, если вам интересно, вы можете это сейчас посмотреть на экране, ну а для меня это пока не актуально. И также еще я вот себе отметила, карьера градостроителя – это одна из 4, которые нужно закрыть, чтобы убрать черту характера дома, забыл, как его зовут, испытание на участке без удобств. Поэтому я вот себе здесь тоже галочку поставила, что первый шажочек мы сделали. Ну, а на этом все. У нас была насыщенная неделя, у нас приехали новобранцы, мы закрыли карьеру, нас похитило НЛО, и до следующего эпизода. Кстати, я пока монтировала, послушала свой голос, оказалось, что он еще хуже, чем в предыдущем эпизоде, поэтому отдельное спасибо за то, что вы меня слушаете. На этом все. Пока-пока.